Всем привет, друзья! Сегодня пеку яблочный пирог с посыпушкой. Основа пирога – дрожжевое тесто. Эта выпечка из раздела немецкой кулинарии у нас очень популярна. Кусочком этого пирога можно полакомиться в любой булочной, кондитерской. Пирог готовится очень быстро, долго не черствеет, сохраняет свои вкусовые качества. Давайте готовить. Изначально нужно будет подготовить яблоки. Я их очищаю от кожуры. В этом рецепте понадобится 2 килограмма яблок. Яблоки кисло-сладких сортов. Яблоки я заранее промыла, кожура из яблок пойдет на компот. Серединки тоже. Яблоки натираю на крупной терке. Яблочную стружку нужно будет хорошенько отжать. Яблочный сок пойдет на приготовление теста. Нам понадобится 300 мл сока. Отжатые яблоки сбрызгиваю соком лимона. Теперь подготовим дрожжевое тесто. В сотейник отправляю 100 грамм сливочного масла, чайную ложку с горкой соли, – 280 грамм сахара, чайную ложку кардамона, 300 мл свежевыжатого яблочного сока, все хорошенько перемешиваю и ставлю на плиту, довожу до теплого состояния.
Масло должно раствориться. Как только жидкость стала слегка горячей, если ваше масло очень холодное, просто отключайте плиту и подождите, пока масло не растворится. Кипятить жидкость не нужно, вернее доводить до кипения. Теплый яблочный сироп выливаю в чашу. Добавляю йогурт, 425 грамм йогурта 10% жирности. Все хорошо перемешиваю. Добавляю одно яйцо. Два пакетика сухих дрожжей, в пакетике 7 грамм. И вот сейчас хорошенько перемешиваю до полного растворения кристаллов дрожжей. Добавляю 100 мл растительного масла. Я использую подсолнечное. Сто грамм манки. ,800 грамм муки. Поверх муки высыпаю пакетик разрыхлителя, в пакетике 16 грамм. Замешиваю тесто. Тесто получается густым, липнущим, чуть гуще, чем как на оладьи. Вот, посмотрите, какое тесто должно получиться. Оно вот лениво спадает с лопатки. И для того, чтобы тесто во время расстойки сверху не заветрилось, не подсохло, я накрываю крышкой и отправляю в теплое место. В течение 1 часа тесто отлично подошло. Его нужно будет хорошенько вымешать. Вымешанное тесто добавляю еще 100 грамм муки. И вымешиваю. Пирог буду выпекать на противне. Противень нужно будет смазать маргарином. Смазываю дно и бока формы. Выкладываем дрожжевое тесто.
Распределяю тесто ровным слоем по всей форме. Теперь выкладываю яблоки. Яблоки нужно будет тоже распределить ровным слоем по всей поверхности пирога. Яблоки потемнели, но это никак не повлияет на вкус пирога. Поверх яблочного слоя выкладываю густой абрикосовый джем 450 грамм. Джем нужно будет тоже распределить тонким слоем по всей поверхности пирога. Распределяем равномерно. Сверху пирог будем присыпать штрейзелем. Для штрейзельной крошки мне понадобится 300 грамм муки, 150 грамм сливочного масла, щепотка соли. Масло с мукой растираю в крошку. Добавляю 125 грамм сахара и 2 пакетика ванильного сахара. Крошку старайтесь тоже распределять равномерно. Верх крошки украшу дроблеными фисташками. Пирог оставляю на расстойку где-то приблизительно на полчаса. Выпекать буду в заранее разогретой духовке на 170 градусов. Время выпечки 1 час 5 минут. Вы смотрите по своим особенностям духовки. На расстойку пирога ушло 45 минут. Посмотрите, он немного подрос, подпушился. Я не указала размер формы. Ширина 37, длина 34. Размер формы 37 на 34. И вот теперь пирог отправляю в разогретую духовку. Пирог
готов. Посмотрите, как он симпатично подрумянился. За 20 минут до выпекания я пирог накрыла пекарской бумагой для того, чтобы он сверху не подгорел. Теперь пирогу нужно будет дать хорошенько остыть. Пирог остыл, и вот теперь давайте посмотрим, как он выглядит в разрезе. Пирог отлично пропекся с ярко выраженным яблочным ароматом, мягкое воздушное тесто. Непременно попробуйте приготовить, это очень вкусно. На сегодня все, всем пока и до следующих встреч в новом видео.